Итак, мы набрали по краю нить серого цвета, потянули, выровняли петельки и аккуратненько сбрасываем с линейки. Петли набраны. Теперь набираем опять столько же петель воздушных, сколько у нас мы всегда набирали на этих образцах. Вот я уже набрала. И опять повторюсь. Последнюю петлю вытягиваем. Не перекручивая, набрасываем ее на линейку. Подтягиваем. И начинаем снова набирать. Вводим крючок в петлю. Вытаскиваем новую. Не перекручивая, набрасываем, чтобы петля не перекрутилась. Опять вводим крючок в петлю. Вытаскиваем новую. Не перекручивая, набрасываем. Можно правой рукой подтягивать, можно указательным. Еще разок. Вводим крючок в петлю. Вытаскиваем новую. И набрасываем на трафарет. В данном случае на линейку. Итак, вытягиваем петли до конца набора. Итак, мы набрали последний образец на линейку, подтянули петли, выровняли их и аккуратненько начинаем сбрасывать. Но хочу предупредить, всегда после того, как вы сделаете набор, посчитайте количество петель, чтобы всегда у вас было одинаковое. А чтобы не ошибиться, набор сделайте петли на 2-3 больше. Наборный край. В крайнем случае его можно будет потом здесь распустить. И вот этих концы, хвосты, нитки пригодятся в дальнейшем. Итак, распрямили, выровняли петли и начинаем сбрасывать. Вот образец у нас получился. И теперь мы делаем то же самое, что делали раньше. То есть по 6 петель вставляем одна в другую. Берем большой крючок и начинаем вставлять. Три, 5, 6. Взяли 6 петель и взяли 6 петель другого цвета. Опять же напоминаю, следите, чтобы петли не перекручивались, чтобы шли одна за другой. И протаскиваем. Так, протащили все. Теперь в эти зеленые вставляем серые. 5, 6. Протянули. Разворачиваем, чтобы петельки лежали аккуратно. И дальше опять зеленые пошли. 6 петель.
Протащили. Теперь серый опять. 4, 5, 6. И так делаем до конца ряда. Итак, мы вставили все петли одни в другие. И вот у нас получился образец вот такого шарфа. Вот такой образец. Значит, в зависимости от количества петель у вас будут дырочки меньше или больше. Это уже на ваше усмотрение. Довязали мы до конца. Вводим сюда край нитки. И дальше что мы делаем? Далее мы должны обязательно обвязать обязательно край шарфа с двух сторон. Причем не забывайте, чтобы петли ложились с одной стороны, что слева, что справа. Ну, желательно, чтобы они еще и смотрели в одном направлении. Обвязка была. Шарф получился двухсторонний. Можно его раздвинуть, можно вытянуть. И я вам хотела сказать, чем отличается вот этот. Здесь я петли делала. Одну в другую, по одной штучке вставляла. Но здесь надо учесть то, что край не эластичный. Вам нужно набирать эластичный наборный край, чтобы он тянулся, иначе будет некрасиво лежать. Вот так тоже интересный образец. И точно так же можно сделать несколько полос. Но этот был на очень тонких нитках. Вот один край я обвязала, второй уже не стало. Вот такой образец можно сделать. Еще раз повторюсь, что обязательно свяжите образец небольшой. Прикиньте, сколько вам петель надо одни в другие вставлять. И обязательно на покраску, чтобы не полиняло. Сделайте бахрому. Вот сюда бахрому своего цвета. Вот сюда своего цвета бахрому. На этот цвет свою. И будет очень красиво. Оригинальный шарф. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.